Есть какое-то объяснение того, почему вечно радостные люди, такие на позитиве, всех раздражают? Потому что это не то, к чему нас эволюция готовила, это не то, чего нам свойственно. Серьезно? Нам свойственно опасаться и тревожиться с тем, чтобы предсказывать будущие опасности. Ася Казанцева, научный журналист, выпускница биофака СПбГУ и магистратуры по когнитивным наукам Высшей школы экономики, популяризатор науки, автор научно-популярных бестселлеров. Эволюция не хотела, чтобы мы были счастливы. Не было у нас какого-то отбора на то, чтобы мы были счастливы. Эволюция хотела, чтобы мы выживали и чтобы наше потомство выживало. И поэтому какой-то базовый фоновый уровень тревоги, он полезен, особенно в дикой природе, в опасном мире, или там, например, в детоводстве, да, потому что когда у вас ребенок, то он постоянно пытается что-нибудь на себя опрокинуть, откуда-нибудь выпасть. И если вы слишком спокойны и расслаблены, то это может не поспособствовать тому, чтобы он у вас дожил до совершеннолетия. А может быть, счастье можно как-то измерить, посчитать в граммах, штуках, процентах и найти универсальную формулу благополучия? Ученые из Гарварда решили попробовать и запустили самый масштабный, а теперь уже и самый долгий в мире эксперимент. Их поиски счастья длятся уже 86 лет. Мой собеседник, американский профессор психиатрии Роберт Уолдингер, уже 4-й по счету руководитель исследования. Роберт Уолдингер, психиатр, профессор медицинской школы Гарвардского университета, руководитель самого долгого исследования счастья. Исследование началось в 1938 году, и в нем приняли участие 2 совершенно разные группы людей. Треть нашей первоначальной группы составляли студенты Гарварда, а 2/3 были совсем из другой группы. Мальчики из беднейших районов Бостона, из самых неблагополучных семей. И они изучались, чтобы понять, что предсказывает, кто из них добьется большего благосостояния в жизни. Вопросы, которые мы задавали, касались самых разных и самых важных сфер жизни – психического и физического здоровья, того, на что они надеются в будущем, их работы, близких отношений. Мы рассылали анкеты этим людям каждые 2 года, а каждые 5 лет мы получали их медицинские карты от врачей. Мы ходили к ним домой и опрашивали их примерно каждые 10 лет. Мы внедрили новые методы измерения, такие как МРТ-сканеры, чтобы исследовать их мозг, когда мы показывали им различные изображения. А еще мы берем анализ крови на ДНК и РНК. Мы привозили их к себе в лабораторию и намеренно подвергали их стрессу. А затем наблюдали, как быстро они оправляются от этого стресса. В общем, много разных способов, чтобы попытаться понять, что такое счастье. Давайте поговорим о ваших главных находках в этом исследовании. Что делает людей счастливым? Что вы сами поняли и что было для вас открытием? Мы обнаружили, что самыми счастливыми людьми, а также те, кто дольше оставался здоровым и прожил дольше всех, были люди, у которых больше всего связей с другими людьми. Люди, у которых были более теплые отношения с окружающими. У этих людей было меньше шансов заболеть предотвратимыми заболеваниями, такими как диабет 2 типа, гипертония или артрит. В общем, они жили дольше. И мы были действительно удивлены этим. Как так? Получается, что наши отношения могут влиять на наше тело? Но мы обнаружили, что это правда, и многие другие исследовательские группы пришли к такому же выводу. И мы теперь знаем, что качество наших отношений очень важно, не только для счастья, но и для физического здоровья. В целом, наука психогенетика говорит о том, что на любые наши поведенческие признаки и на любые наши субъективные состояния влияет наследственность. Мы видим, что однояйцевые близнецы, как правило, ближе друг к другу по уровню счастья, чем разнояйцевые близнецы. То есть те, у кого гены одинаковые, оказываются ближе друг к другу по уровню счастья, чем те, у кого гены все-таки разные, хотя и от одних родителей полученные. И влияния эти велики. Порядка 40% различий между людьми
определяется тем, какие гены они унаследовали. Можно сравнить с тем, что, скажем, богатство или брак, или религия, или дети влияют на 1, 2, 3%. То есть то, какой вы человек от природы, оно важнее, по-видимому, для счастья, чем те конкретные штуки, которые с вами происходят. В мозге сложно что-нибудь улучшить в ходе его развития, зато очень много чего легко поломать. То есть если вы жили в плохих условиях, если мать ваша переживала тяжелые стрессы во время беременности и там голодала, неполноценно питалась, фолиевой кислоты не получала, и потом в детстве вас тоже обижали, пренебрегали вами, вы сталкивались с каким-нибудь насилием и так далее, то тогда есть шансы, что у вас на всю жизнь мозг будет не такой хороший, как мог бы, и у вас будет выше активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, связанная со стрессом. То есть люди, у которых были неблагоприятные условия в ходе раннего развития их мозга, они будут дальше, скорее всего, менее устойчивы к стрессу, с одной стороны. И одни и те же неприятности, которые для обычного человека могли бы показаться несущественными, могут сильнее их ввергать в стресс, в хронический стресс, сильнее провоцировать депрессию или тревожные расстройства, что не очень хорошо совместимо с счастьем. Безусловно, на уровень счастья влияют вполне объективные факторы. Исследователи всегда перечисляют эти 5 предсказуемых пунктов: богатство, свобода в стране, климат, наличие детей и здоровье. Ну да, тоже мне бином Ньютона. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но оказалось, все не так уж и однозначно. Главный вопрос к экономисту – это можно ли купить счастье за деньги? Да, счастье можно купить, но не слишком много, да. Екатерина Опарина, экономистка, научная сотрудница Центра исследований благополучия Оксфордского университета, специалистка Центра экономической эффективности Лондонской школы экономики, член Американской экономической ассоциации Королевского экономического общества Великобритании, автор научных статей. Мы знаем, что богатые люди счастливее, чем менее богатые. Неудивительно. Важно, что люди оценивают свое благополучие, реагируя на процентное изменение дохода. Таким образом, если ваш доход удвоится, ваше благосостояние повысится. Если ваш доход низкий, удвоение дохода вполне ощутимо. Таким образом, для людей с низким доходом его увеличение принесет им значительное благосостояние. А есть какая-то определенная сумма, я слышала, что это там порядка $75 тысяч в год, после которой вот все, уровень счастья твой не зависит от этого, ты уже не чувствуешь разницы. Да-да. Несколько лет назад в Соединенных Штатах эта сумма составляла $75 тысяч в год. Конечно, это зависит от того, где вы живете, в Соединенных Штатах или в других частях света, но это приблизительная оценка. На самом деле важна не реальная сумма денег. Важно, удовлетворены ли ваши основные потребности. Вот это действительно важно. То есть в одной стране или в каком-то определенном регионе для удовлетворения ваших основных потребностей может потребоваться определенная сумма денег, а в другой стране это может быть совершенно другая сумма. Итак, если вы беспокоитесь о том, где жить, о том, чтобы у вас было достаточно еды, о том, можете ли вы дать образование своим детям, если вы беспокоитесь об этих вещах, то каждое увеличение вашего дохода будет делать вас счастливее, потому что это повышает ваше чувство безопасности. Но оказывается, что как только вы удовлетворяете свои основные потребности, как только вы достигаете этого экономического уровня, вы сможете заработать в 1000 раз больше денег, да в 1 000 000 раз больше денег, но это не сделает вас более счастливым. Так что на самом деле, зарабатывая много денег, становясь богатым, люди не становятся счастливее. Когда вы видите, вот подумайте о российских миллиардерах. Я уверен, что в России много несчастных миллиардеров, так же, как и в Америке. Верно. Наверное, есть и счастливые миллиардеры тоже, но деньги не делают вас счастливыми. В 1996 году свет увидел роман Алекса Гарланда «Пляж». Это знаменитая антиутопия, герои которой ищут
рай на земле. И не случайно местом действия писатель выбрал именно Таиланд. Достаточно увидеть Таиланд на фото в интернете, и сразу захочется сюда приехать. А приехав, обязательно задержаться, а может быть даже остаться навсегда. И с любой из этих целей вам поможет компания «Вилла Карта». «Вилла Карта» — сервисная компания, работающая в сфере курортной недвижимости вот уже 12 лет. Ее специалисты являются экспертами в своей области и оказывают весь спектр услуг, связанных с недвижимостью. Заботятся об отдыхе и пассивном доходе успешных людей, развивая сервисы класса люкс в сфере курортной недвижимости. Я приезжаю уже на все готовенькое. Да, на все готовенькое, вот прям, хоть там даже повар может быть у тебя на вилле, например, мы полностью все позаботимся о твоем отдыхе. Например, ты приняла решение и все-таки купила недвижимость, но ты же здесь не живешь, ты улетаешь, занимаешься своими делами. Ты нам оставляешь ключи, мы подписываем с тобой контракт, и мы управляем твоей недвижимостью. Вы протираете пыль с моих ракушечек и сувенирчиков? Да, и если ты приняла решение сдавать ее и получать доход от этой недвижимости, то мы заботимся о чек-инах, чек-аут. Это называется менеджмент, управление недвижимостью. Неважно, с какой целью вы обратились в «Вилла Карта». Хотите просто отдохнуть на Пхукете, ищете жилье для аренды и покупки или хотите инвестировать в недвижимость Таиланда. Здесь позаботятся, чтобы вы остались довольны. Вот основные преимущества работы с «Вилла Карта». Абсолютная прозрачность, 0% комиссии за сделки с недвижимостью. Надежность. Компания предлагает пожизненный сервис после покупки. И комфорт. К услугам клиентов консьерж-сервис. Он помогает с решением всех вопросов, от аренды транспорта до помощи в оформлении визы. Поэтому, если мечтаете провести отпуск в Таиланде, переехать сюда жить или вложить деньги в недвижимость Таиланда для получения пассивного дохода, обращайтесь в «Вилла Карта». Вас ждет приятный бонус – бизнес-трансфер от аэропорта до вашего отеля и фаст-трек в аэропорте Пхукета, если обратитесь в «Вилла Карта» и используйте промокод «Шихман». И еще, при покупке недвижимости класса премиум через «Вилла Карта» вам компенсируют стоимость перелета на остров. Всю дополнительную информацию вы найдете в описании. Предположим, что вот коллектив рабочий, и всем сказали, что повышают зарплату. Всем на одинаковую сумму, да. И ты вроде счастлив сегодня от того, что у тебя повысилась зарплата. Но завтра ты узнаешь, что всем сотрудникам, кроме тебя, повысили там на 100 рублей больше. И твое счастье, как бы вроде как тебе все равно повысили зарплату, но ты уже не такой счастливый, потому что рядом есть с чем сравнить. Да, смотри, для мозга, для него важнее не объективная реальность, а для него важнее сравнение этой объективной реальности с теми моделями, которые он себе построил. То же самое есть с сенсорным восприятием. Когда мы человеку даем неприятный громкий звук или вибрацию, то ему не важно, насколько этот звук громкий объективно, а ему важно, насколько сильно этот звук отклонился от того фонового уровня звука, который был. Именно от этого зависит интенсивность активности мозга. И когда мы оцениваем свою жизненную успешность, то мы действительно сравниваем себя с референтной группой. Нам важно не зарабатываем ли мы 100 тысяч или 200, а нам важно, зарабатываем ли мы больше, чем средний человек среди наших знакомых, или меньше, чем средний человек среди наших знакомых. В зависимости от этого мы оцениваем нашу жизнь как более успешную или менее успешную. И да, к тому же еще возникает быстрая гедонистическая адаптация к тому, что когда нам повысили зарплату, то мы быстро начинаем считать это новой нормой. И нам становится уже, в меру комфортно с той зарплатой, которая у нас есть, но нам хотелось бы еще побольше. Ты пока задавала вопрос, я еще вспомнила про Ричарда Талера и его Нобелевскую премию. Он получил Нобелевскую премию за пенсионную систему, которая называется «Плати больше завтра», в которой люди не должны были начинать здесь и сейчас отчислять больше денег в пенсионные накопления, а они должны были подписать обязательство о том, что они начнут отчислять больше денег в свои пенсионные накопления тогда, когда им в следующий раз повысят зарплату. И получалось, что они были очень счастливы от того, что у них все равно доход увеличился, а что от него стало больше отчисляться, этого они не заметили, потому что им не так важно, на сколько рублей повысилась зарплата в абсолютных числах объективных, а им важно, что она, в принципе, изменилась. И в этот момент они на фоне вот этого радостного повышения зарплаты не замечают боли от того, что у них стало больше денег списываться в пенсионные накопления.
И те компании, которые внедряли вот такую систему планирования пенсионных накоплений, в них люди действительно больше денег в течение жизни накапливали, потом были богаче в старости, потому что когда ты обещаешь отдать денег когда-то потом, да еще и когда тебе зарплату повысят на этом фоне, то тебе от этого не так больно и не так обидно, выше вероятность, что ты согласишься. У нас вообще есть то, что называется ошибкой гиперболического дисконтирования. Для нас важнее то, что происходит здесь и сейчас. То, что близко по времени, для нас важнее, чем то, что будет отдаленно в одну или в другую сторону. Вот Маклюр в 2004 году показал, что если предлагать людям разные вознаграждения, разной стоимости и в разные времена, то для прилежащего ядра центра удовольствия, судя по этнографической активности, важно, чтобы удовольствие было здесь и сейчас. Оно гораздо интенсивнее реагирует на тот сертификат подарочный, который вам обещают выдать сразу, как выпустят вас из томографа, чем на те подарочные сертификаты, которые вам выдадут через неделю или там, через 2 недели или через месяц, в отличие от дорзолатеральной префронтальной коры. Дорзолатеральная префронтальная кора, она как раз реагирует больше на объективную реальность, на то, какого размера вознаграждение, подарочный сертификат вам выдадут. Ей как раз не так важно, выдадут ли вам его прямо здесь сейчас или выдадут вам его через месяц. И это такая борьба чертика и ангелочка, которые на наших плечах сидят. То есть у нас есть зоны мозга, которые умеют думать про перспективу, у нас есть зоны мозга, которые не умеют и не хотят думать про перспективу, и между ними мы все время пытаемся найти баланс, и у нас нет единого правильного ответа, потому что оптимальная точка этого баланса зависит от того, наступит ли светлое будущее. Если нет, то, может быть, лучше руководствоваться сиюминутными пожеланиями и радоваться тут. Да, это изучалось, и выяснили, что когда мы используем наши деньги для оплаты материальных благ, особенно те деньги, которые остаются после оплаты счетов, которые мы можем просто потратить. Так вот, если вы тратите эти лишние деньги на покупку материальных вещей, таких как красивый телевизор у меня за спиной или, скажем, какое-то модное ювелирное изделие, вы менее счастливы и не так продолжительно счастливы, как тогда, когда вы тратите деньги на новые впечатления. Впечатлениями могут быть билеты на концерт, в музей, на футбольный матч или даже на отдых с семьей. Мы знаем, материальные блага приносят меньше удовольствия, чем опыт и впечатления. Если я куплю новую рубашку, например, которая мне на самом деле не нужна, но она мне нравится, то потом я смотрю на своего соседа, а на нем рубашка получше. Еще одна рубашка, модная рубашка. В общем, я расстраиваюсь. Знаете, сравнение заставляет нас чувствовать себя хуже. А материальные вещи как раз очень легко сравнивать. А вот опыт сравнить не так-то просто. Мой поход на концерт, мой поход в музей. Я же не могу сравнить его с вашим впечатлением. Это не совсем то же самое. Поэтому чем мы меньше сравниваем, тем мы счастливее. Что я слышала? Что люди, кто умеет откладывать удовольствие, более счастливы, чем те, кто хапают вот здесь и сейчас. В качестве примера в том исследовании приводился вот тот самый известный эксперимент с детьми, которым зефирки маршмеллоу. Да, и вроде как там очень мало, какое там количество детей все-таки дождались, что вот ты получишь больше, но позже, или одну, но сейчас. Есть ли в этом что-то вот со взрослой жизнью коррелируется или нет? Я не знаю, занималась ли ты практиками тантрического секса, у меня таких практик не было, но интересно, насколько это действительно делает счастливее, когда ты оттягиваешь удовольствие. В этих классических стэнфордских экспериментах там непосредственно в 70-е годы, когда детей просили подождать, их интересовало на самом деле не то, чем эти дети будут друг от друга отличаться, а чисто время ожидания в зависимости от условий эксперимента. И разное количество детей, разное количество времени ждало или нет, в зависимости от того, давали ли им игрушку, давали ли им думать веселые мысли, или просили их самих как-то придумать себе, как не ждать и так далее. То есть тогда в 70-е годы их просто интересовало, при каких условиях дети ждут, при каких условиях дети не ждут. Широкую известность эти эксперименты действительно получили еще на 10 и более лет позже, когда решили найти тех же самых детей и посмотреть, случилось ли у них что-нибудь интересное с жизненными успехами.
И там проблема была в том, что через 10 лет сильно не всех из этих детей удалось вообще найти. То есть там в исходных экспериментах было примерно 650 человек, нашли из них примерно 150. Но да, вот среди них, например, потом еще отдельно посмотрели на ту маленькую подгруппу, которая ждала маршмеллоу без получения внешних инструкций. То есть исключительно по тому, получилось ли у них самих что-то придумать для самоконтроля или нет. Таких набралось 35 человек. Эти 35 человек действительно, чем дольше ждали маршмеллоу в детстве, тем лучше учились в школе. В подростковом возрасте тем лучше сдавали тест SAT. Но это реально 35 человек из тех исходных 650, которых смотрели исходно, поэтому это запросто может быть артефакт. Потом такого рода исследования пытались воспроизводить. Корреляции все еще были, но были слабые. Смотреть любимую программу без подписки все равно, что быть независимым журналистом без значка иноагент. Наверное, можно, но как-то странно. Подпишитесь, так вы поможете каналу. Известно, что это зависит сильно от социоэкономического статуса семьи, что социоэкономический статус семьи влияет на будущие школьные успехи заметно больше, чем, собственно, время ожидания. Счастье может и не в деньгах, но от чего-то, по данным ООН, именно богатые государства из года в год упрямо занимают первые 10 строк в списке самых счастливых стран мира. Причем первая тройка непременно государства Северной Европы. А с первого места уже несколько лет никому не удается подвинуть холодную и суровую Финляндию. Как говорится, вот это поворот. Давайте поговорим о финском счастье. Вы как главный эксперт по финскому счастью. Фрэнк Мартелла, философ, писатель, доцент университета Аалто в Финляндии, автор бестселлеров о счастье и смысле жизни. Его книга «Прекрасная жизнь» переведена на 29 языков. Можете ли вы объяснить, почему столько лет, 5 уже лет, Финляндия в международном рейтинге ООН занимает первое место среди самых счастливых стран? Да, как я уже говорил, когда впервые было объявлено, что Финляндия самая счастливая страна, никто так не удивился, как сами финны. Так что, знаете, я думаю, что это заявление вызвало большое недоверие среди финнов. Они говорили, нет, с этим вопросом что-то не так. Это не может быть правдой. Думаю, потому что финское представление о самих себе таково, что мы немного меланхоличные люди, интроверты, которые не слишком много говорят и не проявляют слишком много эмоций. Но я думаю, что в этом вопросе, в этом отчете о счастье, стоит обратить внимание на одну вещь. То, как они измеряют счастье. Они не спрашивают людей, испытывали ли вы радость сегодня, улыбались ли вы сегодня, смеялись ли вы сегодня. Но они спрашивают людей, если оценивать свою жизнь по шкале от 0 до 10, где 0 — это худшая из возможных жизней, а 10 — лучшая из возможных. Как бы вы оценили себя по этой шкале? Понимаете, почти никто в Финляндии, отвечая на этот вопрос, не выбирал цифру 0, 1, 2, 3 или 4. Почти все выбирали середину шкалы или выше. И мне кажется, примерно 3% финнов выбрали отметку ниже средней. Тогда как в других странах большинство опрашиваемых оценивали свою жизнь ниже средней точки. В итоге, я думаю, что когда мы говорим, что Финляндия – самая счастливая страна в мире, мы должны понимать, что это означает, что Финляндия – это страна, где в некотором смысле меньше всего несчастных людей, что меньше всего людей, которые очень недовольны своей жизнью. Это объясняет, почему средний показатель так высок. Как вы себе объясняете, что скандинавские страны все время на первом месте? Это уже какая-то, могу сравнить только с ресторанами Мишлен, что если ты однажды получил звезду, то уже все, и пожизненно. Почему? Есть предположение, что наилучшая из возможных форм жизни, как это понимают в Финляндии, может отличаться от наилучшей из возможных форм жизни, как это понимают, например, в США, так как она может быть более достижима. Например, американская мечта заключается в том, что ты можешь отправиться куда-то, чего-то добиться и совершить что-то грандиозное. Но это не обязательно означает, что люди во всем мире хотят чего-то подобного. Вероятно, представление северных европейцев о лучшей жизни намного скромнее, поэтому люди чувствуют, что они ближе к ней. Так что, возможно, люди разные и опираются на разные представления. Это еще одно объяснение, которое предлагают некоторые исследователи.
Когда говорят о счастье Финляндии, всегда говорят, зато там очень много суицидов. Это стереотип или так и есть? Так было раньше. Например, в 70-х и 80-х годах в Финляндии по-прежнему был один из самых высоких показателей самоубийств в Европе. Но с тех пор уровень самоубийств значительно снизился. Так что в наши дни, я думаю, Финляндия скорее ближе к средним цифрам по Европе. Таким образом, уровень самоубийств в настоящее время более чем в 2 раза ниже, чем он был 40 или 50 лет назад. Так что в этом смысле утверждение, что в Финляндии больше самоубийств, чем в других странах, больше не соответствует действительности. А с чем это было связано в то время? Я могу предположить, что если уровень самоубийств среди мужчин был высоким, уровень самоубийств среди женщин был намного ниже. И уровень самоубийств среди мужчин, который был высоким, с тех пор снизился. И я думаю, одной из причин было то, что мужчины не могли говорить о своих чувствах. Если они чувствовали себя подавленными, вы знаете, они просто сохраняли счастливое выражение лица, и они продолжали заниматься своей работой, и они продолжали жить со своей семьей, и они никогда никому не говорили, что на самом деле они в депрессии. И тогда единственным выходом для них было, знаете ли, просто покончить с собой. Я думаю, что в наши дни мужчины лучше умеют говорить о своих чувствах. Зачем это ООН? Чтобы что? Что они делают с этими данными? Ну вот огласили этот список, как всегда, скандинавские страны на первом месте. И чего дальше? Зачем эти цифры нам? Что ж, это можно использовать по-разному. Дело не только в том, что люди становятся счастливее, если их доходы растут. Дело в том, что если они довольны своей жизнью, то, скорее всего, они захотят переизбрать то же правительство. Таким образом, существующее правительство явно заинтересовано в том, чтобы то, что оно делает, соответствовало интересам людей, которые это правительство избирали. И, в общем, в более широком смысле нам нужны какие-то показатели для оценки того, как в странах обстоят дела. Раньше мы делали это с помощью ВВП. Но ВВП рассчитывается не для этого. ВВП – показатель экономической активности, и он очень хорошо показывает, у кого все хорошо с экономической точки зрения. Но если ВВП растет, это совсем не означает, что в стране все становятся счастливее. Возможно, для того, чтобы вы были счастливы, вам нужно что-то еще. И тогда единственный способ выяснить это – спросить. А что, если я вам скажу, что в мире есть государство, которое заявляет именно счастье людей, их национальный приоритет? Несколько лет назад в Бутане отказались от самого понятия ВВП и заменили его на ВНС – валовое национальное счастье. Даже учредили Министерство счастья. Мол, деньги – ничто, психологическое благополучие жителей – все. Помогло ли? Уже 5 лет Бутан не может попасть в рейтинг счастливых стран мира, даже на последнее место. Бутан – это немного экстремальный пример. Да, они первыми ввели этот индекс валового национального счастья. Есть и другие страны, которые не зашли так далеко, но все же пытаются учитывать средний уровень благосостояния в своих бюджетах. Канада сделала это, Австралия сделала это, Новая Зеландия сделала это. Таким образом, Бутан, вероятно, является очень радикальным примером перехода. Полностью отказаться от всех других измерений и ориентироваться только на уровень счастья несколько экстремально. Как обычно, дьявол кроется в деталях. Если вы хотите создать Министерство счастья, потому что этими показателями легче манипулировать, чем ожидаемой продолжительностью жизни, тогда это, вероятно, не лучшая причина, и вряд ли это принесет хорошие результаты. Если вы захотите, как, например, в Великобритании существует «Зеленая книга». «Зеленая книга» — это руководство, как оценивать политику. И оно включает главу о том, как оценивать влияние политики на благосостояние. Так что если вы хотите построить дорогу или уменьшить размеры классов, все это, вероятно, повлияет на благосостояние людей, и было бы разумно знать, каков будет эффект, потому что это позволило бы вам сравнить стратегии.
Говорят, каждый из нас сам кузнец своего счастья. Здесь, на Пхукете, я встретилась со своим давним другом Вадимом Бухкаловым. Он переехал сюда 12 лет назад и, кажется, нашел свою формулу, как стать счастливым. Мне кажется, что я напел себе Таиланд, потому что я уже здесь, прожив пару лет, я вспомнил, что мне приходила старая пугачевская песня, там, где «Я так хочу, чтобы лето не кончалось». Раскрою секрет счастья от Вадима. Первое – баланс между семьей и бизнесом. Вадим – предприниматель с 20-летним стажем в сфере недвижимости и строительства. На Пхукете основал 5 успешных бизнесов в сфере курортной недвижимости. При этом он счастливый отец 8 детей и уже дедушка. Второе – интерес ко всему новому. Не так давно Вадим стал блогером. В своих соцсетях он открыто показывает процесс строительства, делится своим экспертным мнением и полезными лайфхаками в вопросах строительства и выбора жилья. Третье – благодарное и бережное отношение к окружающему миру. Все его объекты – это только экологичная недвижимость. Проект Лаян Грин Парк стал в Таиланде первым зеленым проектом с использованием дождевой воды, солнечных панелей и сортировкой отходов. Когда мы начинали строительство, здесь была цена $3000 за квадратный метр. Сейчас она $6000. И вот те, которые заходили и покупали, когда прилетели сюда и увидели, что оно красивее оказалось, чем на картинках, то они очень счастливы и часто мне об этом говорят. И, наконец, Вадим любит жизнь, умеет видеть красоту и создавать ее. Над его проектами работают известные архитекторы и конструкторские бюро. Например, очень грамотно вписали террасную застройку еще одного проекта «Лаян Верде» в холмистую местность Пхукета. Здесь много зелени и света, а через огромные панорамные окна открывается потрясающий вид на море. А еще счастье – это заразительно. Поэтому подписывайтесь на соцсети Вадима и узнавайте больше про недвижимость на Пхукете. А если захотите переехать или инвестировать в жилье, то смело обращайтесь. Здесь все расскажут и объяснят. А еще по промокоду «Шихман» вас будет ждать встреча в аэропорту и VIP-трансфер. Инвестируйте в свое счастье. Если брать кейс Финляндии, что все доходы населения уравнены, то есть чем больше ты получаешь, тем больше ты платишь налога, и тем самым ты приравниваешься к людям среднего класса. Это влияет как-то на то, что Финляндия самая счастливая страна? Вот это равноправие в деньгах, что ли? На самом деле финны являются относительно счастливыми налогоплательщиками, потому что когда вы довольны получаемыми услугами, вы будете охотно платить налоги. Большинство финнов всегда говорят, что они с радостью платят налоги. И я думаю, что это во многом зависит от доверия к системе, потому что люди верят, что деньги, которые я плачу в виде налогов, они находят хорошее применение. Во-первых, это идет на пользу вам самим. Например, когда я заболеваю, я могу лечь в больницу. Я получаю хорошее обслуживание. Когда у меня появляются дети, они получают хорошее образование и так далее. Кроме того, я сам получаю услуги, когда мне это нужно. В то же время деньги, которые я отдаю в виде налогов, обеспечивают помощь другим. Они помогают бедным людям, помогают больным. Это приносит пользу различным группам людей по всей стране. В Финляндии высокие налоги. Я думаю, налоговые ставки могут быть настолько высокими, что чуть больше половины вашего дохода может пойти на уплату налогов, если вы зарабатываете достаточно. Я думаю, ничего бы не работало, если бы люди не очень доверяли системе. Система работает, и люди верят в то, что на самом деле деньги, которые они платят как налоги, в основном расходуются с пользой, а не оседают в конечном итоге ни в чем кармане. В этом смысле все это вместе. Модель социального обеспечения, доверие к институтам, низкий уровень коррупции. Все вместе это работает так, что если убрать что-то одно, то у вас не будет другого. Таким образом, если коррупция в финском обществе будет расти, то довольно скоро люди не будут готовы платить такие высокие налоги, потому что они больше не будут верить в то, что деньги используются по назначению. Правильно ли я понимаю, что первые строчки всегда занимают более демократические страны, и никаких сюрпризов никогда там не было?
плане того, что бац, и тоталитарная страна на... Да, итак, первая пятерка, список первых 5 стран очень стабилен. Это страны Северной Европы, государства всеобщего благосостояния с сильной социальной поддержкой. У этих стран много хороших факторов, и обычно они идут блоком. Таким образом, чтобы найти причинно-следственную связь, нужно было бы иметь 2 страны. В одной очень сильное социальное государство, а у другой, например, нет сильного социального государства, но они абсолютно идентичны во всем остальном. А это невозможно. Так что нам приходится гадать. Итак, страны, которые находятся в верхней части списка, обладают множеством особенностей, которые люди считают желательными. И мы не можем с легкостью сказать, что вот это имеет значение, а все остальное не важно. И таким образом все эти страны также богаты, все эти страны имеют сильные государства всеобщего благосостояния. Во всех этих странах есть работающие демократии. Люди осознают, что сейчас есть много разных способов идти по жизни, много разных выборов, которые мы можем сделать и которые делают нас счастливыми. И поэтому люди, если им везет, они живут в таком месте, где они свободны делать этот выбор, который их устраивает. Правильно? Решать, как жить, заводить детей или нет, вступать в брак или нет. Вы знаете, например, выбирать, кого любить. Как, например, геи, которые предпочитают партнеров своего пола. Я имею в виду, что все эта возможность выбора более доступна, по крайней мере, в некоторых частях света. И мы понимаем, что когда люди более свободны в выборе того, чего они хотят в своей жизни, они, безусловно, становятся счастливее. Что лучше для счастья? На примере Финляндии. Все-таки капитализм или социализм? Когда все люди получают примерно одинаковую зарплату, или все-таки стремление стать успешным, добиться больше всех, зарабатывать больше всех? Есть 2 типа свободы. Исайя Берлин говорит о 2 видах свободы. О позитивной и негативной свободе. Негативная свобода означает, что вы свободны делать определенные вещи, и никто не может вам помешать на вашем пути к определенным действиям. Нет на этом пути никаких внешних препятствий. Так, например, ты свободен купить самолет, если захочешь. У меня нет денег, но если бы у меня были деньги, я мог бы это сделать. Этому нет внешних препятствий. Это своего рода негативная свобода. А позитивная свобода означает, что у вас действительно есть средства для того, чтобы делать определенные вещи. И я думаю, что нам нужны оба вида свободы. Как, например, в случае со здравоохранением. Если я заболею какой-нибудь болезнью, и мне понадобятся какие-нибудь лекарства, я думаю, что в конечном счете это не имеет большого значения. Идет ли речь о позитивной свободе или негативной свободе? Есть ли у меня достаточно денег, чтобы купить это лекарство, или правительство предоставит мне лекарство? Важно, чтобы у меня были лекарства. Итак, я полагаю, что речь идет о нахождении правильного баланса между тем, какие части системы должны быть ориентированы на свободную конкуренцию или свободные рынки, и какие части системы должны быть регулируемыми, управляемыми правительством. И я думаю, что именно это пытаются делать северные страны. Что это похоже на попытку найти баланс между этой очень свободной экономической системой и более активным правительством по сравнению с некоторыми другими странами. Страны, которые закрытые, например, возьмем СССР или Северную Корею, или еще какую-то тоталитарную закрытую страну, где люди мало путешествуют и видят, как другие люди живут. И им говорят с экрана телевизора, что у вас все хорошо, вы лучшая, самая счастливая страна на свете. Вот их уровень счастья выше будет до того, как они увидят, как живут другие? Или я не знаю, может быть, предположите. Я никогда не видела подобных исследований. Были исследования в Восточной Германии после воссоединения. Вероятно, они наиболее близки к твоему примеру. Не думаю, что Гэллоп проводил опросы в Северной Корее. Жаль, иначе у нас были бы ответы на множество интересных вопросов. Смею предположить, что когда люди сравнивают себя с референтной группой, происходит спад. Если люди думают, что они живут чудесно, потому что это единственный способ жизни, который они знают, а затем они обнаруживают, что жить можно намного лучше, я думаю, что их благополучие снижается.
есть ли какая-то корреляция места, где ты живешь, и счастье? Я имею в виду климат, близость к морю, близость к лесу, к горам. Здесь забавно, потому что некоторые исследования показывают некоторые преимущества в уровне счастья у тех, кто живет на более солнечных широтах. По-видимому, это не столько повышение уровня счастья как такового, сколько меньшая распространенность сезонной депрессии, которая действительно у людей может наступать в том случае, если солнечного света у них слишком мало. Но это не ключевой показатель, и он влияет не настолько сильно, как, например, стабильность социальных институтов государственных. Поэтому Скандинавия оказывается скорее счастливой, чем несчастной, несмотря на то, что климат там, конечно, врагу не пожелаешь. То есть климат — это один из факторов, который влияет, но самое существенное, что к климату люди адаптируются. Люди вообще ко всему адаптируются. То есть для самого человека, который где-то живет, климат — это сильно не самая важная вещь в его счастье. Его гораздо сильнее интересует, позвонила ли ему девушка, которая ему нравится, какую он оценку получил, есть ли у него деньги на то, чтобы в Макдональдсе пообедать и прочее, прочее. Климат, он может быть важен тогда, когда мы о нем думаем. А когда мы о нем не думаем, то он обычно не так уж и важен, мы к нему привыкаем, воспринимаем его как данность. Когда называют Финляндию на первом месте, всегда говорят вот об этом сису. В это понятие еще входит, значит, финская природа, леса, поля, озера, баня, сауна. И вот это вот ощущение после того, как ты вышел из бани и посмотрел на эти зеленые, значит, красоты. Да, наверное. Многие финны, я думаю, обычно говорят о природе. Как мы выезжаем за город, как едем в какое-нибудь загородное место, отдыхаем в сауне на берегу озера. Так что, знаете, если вы спросите финнов, в каком месте они счастливы, что это за место, которое делает вас счастливыми, я думаю, что наиболее распространенным ответом будет что-то вроде сауны, которая находится где-нибудь на природе, рядом с озером или морем. Так что в этом смысле, я думаю, по крайней мере, многие финны чувствуют, что они находят какое-то счастье в тех моментах, когда у них есть возможность наслаждаться природой. И по некоторым экспериментальным исследованиям, в которых люди делились на две группы, одна из них прогуливается по парку, другая по улицам. Когда они оказываются в одном и том же месте, например, люди, которые проходили через парк, чувствовали себя счастливее, чем другая группа. Таким образом, мы, люди, похоже, получаем что-то вроде некоторой жизненной силы от возможности общения с природой. Так что в этом смысле, вероятно, те моменты, когда вы идете в сауну, когда вы расслаблены, общаетесь с природой, они, вероятно, являются одними из самых счастливых моментов, которые у вас бывают в течение дня. Удивительно, но в рейтинге счастья ООН очень высокие строки регулярно занимает Израиль. Сегодня это кажется невероятным, но воюющая страна на 5-м месте по уровню счастья, а была и вовсе на 3-м. То есть даже спустя год после атаки Хамаса в этой стране живут одни из самых счастливых людей планеты. Неужели война не влияет на общий уровень счастья? Ты можешь это как-то объяснить? У меня на этот счет есть две мысли. Во-первых, в среднем для рейтингов счастья требуется 3 года. Это еще прошлые заслуги, ты имеешь? Так точно. Итак, если Израиль был так высоко в рейтинге до войны, то, добавив еще один дополнительный год, а затем взяв среднее значение за 3 года, мы бы ожидали, что оно снизится. Но мы не ожидали бы, что оно снизится так сильно, как если бы мы взяли только последний год. Думаю, это могло бы быть объяснением. А учитывая, что Израиль в среднем выше, чем большинство других стран из списка, то само снижение рейтинга не было бы существенным по сравнению с другими странами, потому что разница между странами огромна. Для того, чтобы Израиль оказался в середине списка, потребовались бы серьезные изменения для каждого отдельного человека.
Но, с другой стороны, если это происходило после какой-то большой победы, после уничтожения какого-нибудь очередного командира хамасовского, то, наоборот, люди могли испытывать эмоциональный подъем, и этот эмоциональный подъем мог отразиться на результатах и повлиять на них, потому что много есть данных о том, что мы плохо отличаем наше текущее настроение от нашего глобального счастья и склонны подменять одно на другое, отвечать на более простой вопрос о том, какое у нас настроение, вместо того, чтобы отвечать на более сложный вопрос о том, счастливы ли мы глобально. То есть тут такого рода могут быть влияния на этот опрос, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки Израиль — это страна, которая всегда демонстрирует большую сплоченность. И, конечно, эту сплоченность начинают чувствовать острее в периоды трагедий и катастроф. То есть люди, вероятно, очень много получают поддержки от близких и от незнакомых. И эта поддержка сама по себе может в условиях смертельной угрозы ощущаться острее и придавать некоторую большую яркость и насыщенность жизни. И вот это ощущение близости может перевесить ощущение угрозы для тех, кого трагедия 7 октября, может быть, не затронула непосредственно. Потому что сильные эмоции у всей страны и сплоченность у всей страны, при этом близкие все-таки, к счастью, слава богу, погибли не у всех. А вообще есть какие-то исследования по поводу войн и счастья? Слушай, войны — это очень плохо. Войны — это очень плохо. Войны — это колоссальный хронический стресс, отражающийся на здоровье. И, что самое отвратительное, отражающийся на здоровье следующих поколений. То есть очень плохо тем детям, которые сейчас растут, и мамы которых были ими беременны. Здесь, понятно, от личности женщины многое зависит. Женщина может очень эффективно быть буфером и очень сильно смягчить последствия влияния вот этого хронического стресса на развитие мозга своего ребенка. Для этого желательно, чтобы женщине как можно больше помогали ее близкие, там отец ребенка и прочие люди. Женщина может ребенка защитить даже в условиях катастрофы, типа как в фильме «Жизнь прекрасна», где отец ребенка защищал от полного ужаса. Вот. Но, тем не менее, в среднем, конечно, беда эта большая, и беда эта, которая тянется надолго. Катастрофы и преступления очень большие. Вы говорили, что религия каким-то образом влияет все-таки на наше счастье. Каким образом? В нашем исследовании верующие люди не были счастливее неверующих. Да, есть другие исследования, которые предполагают, что люди, занимающиеся религиозной или духовной практикой, они более счастливые. Что мы знаем из этого исследования, так это то, что люди, которые занимаются религиозными практиками, говорят, что религия помогла им пережить трудные времена, и что для них это очень ценно. Но по нашему исследованию, прямо религиозность не делает вас счастливее, но и менее счастливыми она вас тоже не делает. Я думала, что это все равно дает тебе какую-то ты приверженец к какому-то коллективу, это тоже дополнительно какая-то только счастье, нет? Это так, но вы можете быть частью другой группы, например, нерелигиозной, и это будет давать вам счастье, чувство принадлежности. Да, вы правы, чувство принадлежности — это одна из причин, по которой участники религиозных групп могут ощущать себя счастливее. Религиозное сообщество — это способ обрести поддержку. И зачастую обрести поддержку, даже если вы какой-то бедный, несчастный, потому что религия способствует тому, чтобы вы поддерживали бедных, несчастных. И, соответственно, те, кто верит в ту же самую религию, что и вы, могут с большей вероятностью захотеть вам помочь. И религия может давать какие-то простые, понятные ответы и этим смягчать экзистенциальные кризисы, потому что вы не знаете, как вам действовать, а вам может религия предложить какой-то готовый план действий, и, соответственно, вы меньше мучаетесь от колебаний, от того, что с точки зрения спокойствия проще принять какое-то решение и дальше действовать в соответствии с ним, чем постоянно колебаться. С этой точки зрения почти религиозным успехом пользовалась в свое время книжка Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей», в которой на самом деле не 7 навыков, а одна мысль. Одна, зато очень полезная, про то, что мы тратим кучу ментальных ресурсов на то, чтобы постоянно выбирать между альтернативами, а нам надо один раз определить свои приоритеты, решить, что нам важнее, родина или работа, и дальше после этого принимать все решения в соответствии с этим. Мы не закрываем проект, а поговорить. А знаете почему? Потому что у нас есть вы. Обратите внимание на ссылку под видео или этот QR-код.
Проверим теорию малых дел в действии. И от этого, как говорит нам Стивен Кови, нам гораздо меньше будет волнений, гораздо меньше будет постоянной вот этой руминации про то, что вот, может быть, надо было здесь поступить так, а здесь не так, потому что вот мы решаем, что мы решили так, а поэтому мы действуем так, и дальше делай, что должно быть, что будет, куда нас это приведет, такая, значит, наша судьба. И от этого человеку может полегчать. И религия аналогично может дать ему какие-то готовые ответы, от которых ему может полегчать. И, скажем, большая часть религии, насколько мне известно, поддерживает, скажем, размножение, поддерживает репродукцию, то, чтобы женщины вместо того, чтобы думать о смысле жизни, заводили себе деточек. А деточки, они для большинства женщин могут вызывать радость, потому что большинству женщин, к счастью, все-таки эволюция нас к этому готовила, приятно возиться с младенчиками. То есть понятно, что здесь возникают большие вопросики к образованию, к самореализации, к альтернативным формам жизни, к независимости от мужчины, к защищенности от абьюза и так далее. Но, предположим, если вашего партнера тоже религия как-то контролирует для того, чтобы он вас не бил, и вы при этом рожаете деточек, и у вас при этом есть ощущение, что вы все правильно делаете, позволяющее вам чувствовать и демоническое благополучие, и смотреть свысока на тех, кто мечется между семьей и карьерой, то, может быть, вы будете счастливее, чем тот человек, который пытается найти собственные ответы вместо того, чтобы взять готовые. Я слышала, что женщины в среднем счастливее, чем мужчины. Есть этому объяснение какое-то? Это вызывает недоумение, не так ли? Итак, да, что касается опросов, в среднем женщины сообщают о более высокой удовлетворенности жизнью. И это по всему миру, но не обязательно намного. Мы не видим того же по другим показателям. Женщины также сообщают о высоком уровне стресса. У женщин также чаще диагностируют психические расстройства, что в свою очередь коррелирует с результатами. Женщины чаще сообщают о негативных эмоциях. Каждый месяц? Да, включая это. Возможно, в обществе на женщин оказывается большее давление, от них ожидается, что они будут более жизнерадостными. В обществе принято считать, что женщины счастливее. Так что, возможно, женщины, так отвечая на вопрос, пытаются соответствовать каким-то социальным, гендерным нормам, таким неочевидным образом. И еще больше озадачивает, еще больше сбивает с толку то, что в странах, где у женщин меньше прав, мы видим, что женщины по опросам оказываются еще более счастливыми, что, на мой взгляд, говорит скорее о социальных ожиданиях. Таким образом, женщины, имеющие меньше прав, с большей вероятностью будут соответствовать гендерным нормам. Давай представим, что, значит, какая-то среднестатистическая женщина приходит к психологу и говорит, что ее счастье всегда зависит от мужчины рядом. Вот если есть у нее кто-то рядом и там любит ее, значит, она счастлива. А если нет, то вот в одиночестве у нее никак не получается построить свою жизнь, да, разукрасить ее в яркие тона и вообще как-то чувствовать от себя самой вот радость и удовольствие. Есть ли в этом что-то правильное, в этом поведении, и что вот ждать кого-то, кто придет и сделает тебя счастливым? В больших исследованиях наличие партнера как таковое не оказывает выраженных больших эффектов на счастье. То есть люди, которые живут в браке, они в среднем действительно более счастливы, но отличие там в пределах 3%. Не настолько оно существенное и масштабное по сравнению, например, с теми же самыми генетическими врожденными параметрами. И при этом понятно, что эти 3%, они, конечно, связаны с тем, что это усреднение большого количества людей для кого-то, из которых счастье от партнера повышается сильно, для кого-то оно из-за партнера, наоборот, снижается, и из-за этого получается средняя температура по больнице. То есть партнер — это хорошо, но совершенно точно партнер — это не обязательно. Но, наверное, если вы совсем себе жизни не видите без партнера, то это небезопасно, потому что вы оказываетесь в слишком сильной зависимости от этого партнера. Вообще довольно небезопасно складывать все яйца в одну корзину. Если все ваше счастье зависит только от какого-то одного параметра внешней среды, причем параметра, который вы не в полной мере контролируете, потому что, как это ни печально, у партнеров есть свобода воли,
Они могут с нами быть, а могут и не быть. И, что еще более печально, жизнь может неожиданно прерваться. То есть, если вы совершенно точно без этого человека счастливы быть не можете, и речь идет не о краткосрочной перспективе короткой бурной романтической влюбленности, а о многолетней пожизненной перспективе того, что вам обязательно нужен именно романтический партнер, то это, конечно, небезопасно. Но, с другой стороны, у людей есть возможность влиять на то, будет у них партнер или нет. И если вы нашли партнера, и для вас это сработало, и вы счастливы с ним, так и хорошо, наука вам этого не запрещает. Вы имеете право быть счастливы с партнером, но имеете право быть счастливы и без него. Как умеете, так и будьте. По поводу детей. Насколько дети — цветы жизни и делают нас счастливыми? Вообще-то нет. Мне очень жаль, что это так. Пропаганда. Да. С детьми довольно сложно. Если вернуться к пониманию причинно-следственной связи, в идеале мы хотели бы сравнивать человека, который планирует завести ребенка, и он заводит ребенка. И мы сравниваем этого человека с идентичным человеком из параллельной реальности, у которого никогда не было детей. И мы хотим знать, насколько их благополучие похоже или отличается. Это выбор каждого, и он им доволен. Именно. Мы полагаемся на имеющиеся у нас данные о том, что люди, у которых есть дети, решили завести детей, а люди, у которых нет детей, решили не заводить детей. И мы не уверены, что в остальном эти семьи полностью идентичны. В Германии было проведено исследование, которое показывает, что если мы наблюдаем за одними и теми же людьми, а затем в какой-то момент у них появляется ребенок, их благосостояние ухудшается. И затем они адаптируются примерно, я думаю, в течение 4 лет, как мужчины, так и женщины. Обычное объяснение таково. Это серьезные перемены, недосып плохо сказывается на самочувствии. Это влияет на удовлетворенность отношениями, потому что отношения сильно меняются. Появляется очень много новых тревог. Таким образом, удовлетворенность жизнью снижается, при том, что ценность жизни растет. И люди осознают, что то, чем они занимаются, имеет большой смысл. Положительные эмоции растут, негативные эмоции тоже усиливаются. Все просто взрывается. И в среднем, да, в некоторой степени это не так и удивительно, почему оно сначала идет вниз, а потом снова адаптируется. Есть исследования, показывающие, что иметь внуков очень полезно. Так что в целом в странах, где рождение ребенка — это просто решение о ребенке, возвращаясь к Северной Европе, мы не видим такого сильного эффекта, что люди с детьми могут быть счастливее, чем люди без детей. В странах, где дети — это способ гарантировать надежную пенсию, или когда рождение детей — это не просто решение о том, чтобы завести детей, тогда удовлетворенность жизнью снижается еще больше. Зависит ли наше счастье от нашего все-таки возраста? Ну, то есть ли какой-то конкретный возраст, когда мы ощущаем себя более счастливыми? Вот 30-20 лет. И чем моложе, тем мы счастливее. Или это нет такой корреляции? Счастье не зависит от возраста. Мы знаем, что определенные группы людей менее счастливы, чем другие. Молодые люди от 16 до 24 – одни из самых одиноких людей. Более взрослые люди более счастливы. Чем мы старше, тем мы счастливее, потому что мы начинаем больше фокусироваться на хорошем, чем на плохом. Так что вообще-то мы становимся более счастливыми в 50, 60 или даже 70, пока мы не начинаем терять здоровье. Люди в возрасте обычно более счастливые, чем когда были молодыми. Эта зависимость обычно У-образная. Так что вы начинаете хорошо, а затем кривая как бы сползает вниз в зависимости от установленной даты. Примерно 45-55. Мои поздравления, теперь все должно пойти лучше. Я на дне. И затем она растет, должна улучшаться. Таковы стандартные выводы для больших массивов данных по странам. Но это не ярко выраженная У-образная, она меняется то в одну, то в другую сторону.
Это что касается показателя удовлетворенности жизни. Но нет никаких свидетельств того, что эта U-образная форма может крениться, что молодые люди могут быть менее счастливыми, чем раньше. Но здесь, если вы посмотрите на конкретные годы, вы увидите, что эта закономерность меняется. Но в целом тенденция сохраняется до сих пор. В 90-е годы в постсоветских странах эта тенденция вообще отсутствовала, удовлетворенность жизнью падала. И типичное объяснение заключается в том, что пожилые люди пострадали больше, потому что они вышли из трудоспособного возраста, они ожидали некоторые поддержки, пенсионного обеспечения от государства, которого они не получали. Для них это было гораздо большим стрессом. У стран с переходной экономикой другая кривая. Конечно, бывают особые случаи, но обычно это U-образная кривая, начинают хорошо, затем слегка разочаровываются. Мы видим кризис среднего возраста в данных благосостоянии. Это абсолютно схоже с психологическими кризисами возраста, которые Да, безусловно. Вы можете увидеть то же самое в рецептах на антидепрессанты. Там такая же история. Причины схожие и кривые совпадают. Но есть любопытные исследования, которые изучают человекообразных обезьян и людей, которые работают с человекообразными обезьянами в вольерах. И этих людей попросили рассказать, как, по их мнению, чувствуют себя эти обезьяны. И там вы тоже увидите эту U-образную форму. Вполне возможно, что люди, которых опрашивали, проецировали свои собственные ощущения. Мы этого не знаем, но я нахожу это увлекательным исследованием. Оно показывает, как далеко может зайти социолог в попытке выяснить это. Есть на Netflix очень интересный фильм про голубые зоны, где он ищет точки на Земле, где очень много пожилых людей, долгожителей. Можно ли это связать с счастьем? Или это совершенно разные категории? То есть можно ли сказать, что долгожители – счастливые люди, которые дожили до 100 и более, или нет? В среднем высокий уровень благосостояния прогнозирует высокую продолжительность жизни. Более счастливые люди живут дольше. И нам кажется также совершенно неудивительным, что более счастливые люди здоровее, а здоровые люди живут дольше. Я думаю, что люди в возрасте 100 с лишним лет в значительной степени являются исключением. Как экономист я обычно работаю с большими массивами данных, чтобы увидеть некоторые закономерности. Люди старше 100 лет – это исключение. Возможно, у них сработало что-то, что не сработало бы ни у кого другого. Но в целом мы видим, что более счастливые люди живут дольше. Смогут ли они прожить до 100 лет? Никто не может этого гарантировать. Это статистически маловероятно гарантировать, что какой-то конкретный человек проживет так долго. Но с точки зрения общих корреляций, да, мы это видим. Так что счастливым быть полезно. Связь между здоровьем и счастьем, она сложная, комплексная, многогранная. Здесь есть, по-видимому, какие-то общие базовые причины, лежащие в основе того и другого. У вас удачная комбинация генов, из-за этого у вас хорошо сформировался мозг, и тело тоже хорошо сформировалось. Но, кроме того, по-видимому, есть причинно-следственные связи, в обе стороны работающие. То есть с одной стороны, здоровому человеку проще быть довольным жизнью, конечно, потому что у него ничего не болит. Но, с другой стороны, тот человек, который доволен жизнью, ему оказывается проще, например, вести более здоровый образ жизни. Ему оказывается проще не особенно много пить, курить и быть меньше подверженным стрессу, который, в свою очередь, портит здоровье. И такие люди действительно дольше живут. Скажем, было старинное исследование про монахинь, которые писали автобиографии. Так. Были монахини, которые при поступлении в монастырь в возрасте в среднем 22 лет писали какую-нибудь автобиографию на страничку про то, где учились, как родились, как дошли до жизни такой. А потом этих монахинь, количеством 180 человек, нашли, когда им было от 75 до 95 лет. 42% из них к этому моменту уже умерли, остальные еще не умерли. И для них, для всех, независимые исследователи почитали автобиографии, которые они писали в молодости, и выделили оттуда все эмоционально окрашенные слова, все эмоционально окрашенные предложения, оценили значимость этих предложений и слов в контексте смысла, и разделили этих монахинь на 4 группы. Нижние 25% самых пессимистичных, верхние 25% самых оптимистичных. И обнаружили, что разница в смертности в 2,5 раза. Ого.
что для тех, кто в самой оптимистичной группе был, для них в 2,5 раза выше вероятность остаться в живых в старости на момент проведения исследования, чем для тех, кто был в самой пессимистичной группе. Потому что вот позитивный взгляд на мир, даже на базе одной маленькой автобиографии, по-видимому, способствует сохранению, укреплению и примножению физического здоровья. Люди с ограниченными физическими возможностями, насколько там уровень счастья ниже, или они приспосабливаются и потом выравниваются? Мы видим, что люди приспосабливаются к инвалидности. Здесь может быть сочетание двух параметров. Они могут научиться жить с этим и перестроить свою жизнь таким образом, чтобы она стала легче. И они могут вернуться к своему базовому уровню. Возможно, они решили, что теперь их лучшая жизнь, которую только можно себе представить, выглядит немного по-другому. Но обычное объяснение заключается в том, что люди приспосабливаются ко многим вещам. Люди приспосабливаются к хорошим и к плохим событиям. Есть несколько событий, к которым люди не адаптируются. Это плохое психическое здоровье, безработица. С этим сложнее. Если вы понаблюдаете за группой людей и составите график их среднего благосостояния в течение некоторого времени, а затем в какой-то момент заметите, что они теряют работу, их благосостояние резко упадет и останется на низком уровне. Если вы понаблюдаете за людьми, которые стали инвалидами в результате несчастного случая, вы увидите, что в какой-то момент их самочувствие доползет вверх до исходного уровня. Таким образом, люди довольно устойчивы. Люди приспосабливаются ко многим вещам. Внешние факторы, они все-таки преломляются через призму субъективного восприятия. И один и тот же набор внешних факторов для кого-то будет способствовать счастью, для кого-то не будет способствовать счастью. И здесь важно то, как мы эти факторы обрабатываем, как мы их преломляем через собственное восприятие и на что мы обращаем внимание, на какие аспекты окружающей реальности. Поэтому всякого рода психотерапевтические вмешательства из области позитивной психологии, направленные на то, чтобы человека сделать более счастливым, они в огромной степени работают через управление вниманием, через то, чтобы настроить человека на то, чтобы он в одной и той же окружающей реальности обращал больше внимания на хорошее, испытывал какую-то благодарность, фокусировался на каких-то позитивных чертах и сильных сторонах, или, скажем, практиковал mindfulness, то есть ощущение того, что прямо здесь и сейчас вроде бы ничего страшного не происходит. И это может оказаться более эффективным даже, чем попытки изменить саму окружающую реальность. Во-первых, я теперь понимаю всех, кто ходит к психологам и говорит, что, значит, мать во всем виновата. То, что ты сейчас говоришь, что если человек несчастен, это именно оно. Мать же нет хорошей жизни, во всем виновата. У нее она тоже была человек. Да-да-да. Слушай, я все время думала, что счастье — это все-таки выбор. То есть ты выбираешь, я не знаю, быть оптимистом или быть пессимистом. Насколько я права в этом, или все-таки вот то, что ты мне сейчас перечисляешь, не так уж мы и выбираем? Это все что-то за нас там в мозгу происходит, и еще гены. Ну да, мы видим, что врожденные компоненты важны. Есть даже такая большая влиятельная теория в психологии счастья, которая называется Set Point Theory, про то, что для каждого человека существует некоторый стабильный уровень счастья, некоторая такая базовая линия, от которой он может отклоняться в результате внешних событий. Если это очень серьезное внешнее событие, он может отклоняться сильно и надолго, но все равно тенденция такая, чтобы возвращаться к именно для него уровню счастья характерному, который более или менее стабилен в рамках одного человека на протяжении всей его жизни. Но если говорить про тактику тоже, то да, есть поговорка, что счастье — это вопрос самодисциплины, в том смысле, что есть все-таки какие-то параметры внешней среды, которые со счастьем более или менее стабильно коррелируют. Счастливы те люди, которые двигаются регулярно, у которых нет гиподинамии, которые ходят там на пробежки, на йогу хотя бы какую-нибудь, на борьбу, на танцы, в тренажерный зал, что-нибудь. Если мы вернемся с тобой еще к тому, какие зоны мозга активны во время переживания положительных эмоций, то большую роль в положительных эмоциях играют базальные ганглии. Это такая группа подкорковых структур, которые вообще-то сильнее всего вовлечены в планирование движений, и одновременно они же вовлечены в мотивацию и во всякие положительные эмоции. Из них самое известное в контексте счастья — это прилежащее ядро, которое называют главным в мозге центром удовольствия.
Оно в томографе всегда радуется, когда что-нибудь хорошее с вами происходит. Оно в томографе радуется, когда вам дали сладкой водички попить, когда вам денег дали, когда вам фотографию возлюбленного показали. Что угодно хорошее, видим активацию прилежащего ядра. Нейроэкономист Василий Ключарев говорит, что все, что мы делаем для того, чтобы понравиться нашим нейронам в прилежащем ядре. Но помимо прилежащего ядра есть всякие другие базальные ганглии, все они на дофамине работают, грубо говоря. И все они, с одной стороны, нужны для того, чтобы мы двигались, с другой стороны, для того, чтобы мы стремились куда-то двигаться, планировали, куда нам двигаться и зачем, и как мы этому порадуемся. И, по-видимому, эти две функции в мозге переплетены. По-видимому, когда мы двигаемся, то это даже на анатомическом, нейрофизиологическом уровне способствует тому, чтобы у нас как-то активировались те зоны мозга, которые связаны еще и с положительными эмоциями тоже. С другой стороны, есть подкорковый эмоциональный центр, амигдала, наше миндалевидное тело, которое больше связано с обработкой негативных эмоций. Она сильнее активируется, когда вам паука страшного показали в томографе, когда вам денег отобрали в экономической игре, током вас ударили, что-нибудь плохое с вами сделали. Но все эти вот подкорковые эмоциональные центры, они еще не генерируют субъективные ощущения, а они генерируют сигналы для нашей лобной коры, которые дальше эта лобная кора анализирует, сопоставляет и выносит какое-то базовое итоговое решение финальное. А почему негатив всегда сильнее, чем радость? Ну, грубо говоря, самый простой пример, раз мы на Ютубе с тобой. Ты читаешь комментарии под видео, да, и там будет 10 хороших и 1 плохой, и ты будешь потом помнить только этот плохой, ходить и все время крутить его в голове. Об этом много писал Даниэль «Наше все Канеман», про то, что мы действительно гораздо больше реагируем на негативные эмоции, чем на позитивные, и на негативные стимулы из внешней среды, чем на позитивные. Опять же, потому что задача эволюции в том, чтобы мы выжили, а не в том, чтобы нам было хорошо и приятно. И, соответственно, любой негатив из внешней среды — это какая-то потенциальная опасность, это какая-то потенциальная угроза, на которой надо сфокусировать внимание для того, чтобы подумать, важна ли она и должны ли мы ее избежать. В то время как если мы на позитивном не сфокусируем должного внимания, то мы от этого не умрем немедленно. Мы от этого умрем в долгосрочной перспективе, потому что хронический стресс способствует сердечно-сосудистым заболеваниям. Но прямо здесь сейчас мы от этого не умрем. А если мы не заметим негативное, опасное или неприятное, то мы можем умереть прямо здесь сейчас. Когда попремся переходить дорогу на красный свет, или когда тигр на нас выскочит из кустов. Если мы пофантазируем с тобой и посмотрим на новые какие-то эксперименты, которые Илон Маск делает с чипированием там в мозгу и так далее, можем ли мы предположить, что в будущем будет какой-то такой чип, который вот будет воздействовать непосредственно вот на те области в мозгу, о которых мы с тобой говорили, и как-то стимулировать наше ощущение счастья? Возможно ли такое? Это история не про будущее, это история про тяжелое темное прошлое. Ой. Потому что в 50-е и 70-е годы 20 века такого рода эксперименты проводили не только с крысами, но и с людьми. Это дикие, чудовищные старинные времена, в ходе которых таким образом пытались, например, лечить гомосексуальность. О Господи. А что делали? Пытались вживлять человеку электроды в центр удовольствия, стимулировать центр удовольствия тогда, когда он занимается гетеросексом, для того, чтобы он привык, ну или не гетеросексом, а там смотрит гетеропорно, для того, чтобы он привык ассоциировать его с удовольствием, и таким образом, значит, исправилась бы у него ориентация. Был такой, например, пациент B19, с которым такие штуки делали. Сохранились об этом научные статьи. И что помогло? Если человеку хорошо и удачно вживить электроды, то он ради этого нажатия на педальку готов на все. Так же, как и крыса, которой удачно вживили электроды. Человек готов заниматься сексом с кем угодно, с женщиной, с мужчиной, с чертом лысым, с марсианином. В том случае, если вы ему за это будете давать педальку, человек готов не заниматься сексом никогда в жизни, если вы ему за это будете давать педальку, нажимать на педальку, которая активирует центр удовольствия. Человек готов не есть, не пить, не спать, не мыться. Если вы хорошо и удачно вживили электрод, то это работает круче, чем наркотики. Круче, чем героин, потому что героин действует примерно на то же самое, но ему нужно еще всякие химические барьеры преодолеть. То есть человек теряет человеческий облик. Человек испытывает абсолютное счастье, которое полностью отрубает ему любую мотивацию, что бы ты ни было делать, и через некоторое время умирает от голода и жажды, в том случае, если вы у него эти электроды не отберете.
Поэтому этические комитеты разных университетов мира решили больше так не делать. То есть это вряд ли повторится, или мы научимся делать какую-то такую маленькую штучку, которая не будет действовать на другие области мозга? Есть попытки делать маленькую штучку, в смысле действовать тонко. В принципе, были уже и в новейшее время, уже в 10-е годы эксперименты по лечению неизлечимой депрессии. Путем действительно вживления электродов в какие-то центры удовольствия и тому, что если человеку вот просто вообще ничего не помогает, если ему не помогают никакие антидепрессанты, никакая психотерапия, если он просто лежит лицом к стенке, потому что у него нет сил даже умереть, хотя вообще-то он этого хотел бы больше всего на свете, тогда, наверное, можно попытаться немножечко стимулировать ему центры удовольствия, чтобы он встал и начал зубы чистить. В принципе, такое может помочь. Но это совершенно не то, что может войти в широкую клиническую практику, потому что все-таки риски от вмешательства хирургического в мозг, даже если это относительно щадящие технологии, такие как у Илона Маска, они для подавляющего большинства людей сильно перевешивают тот выигрыш, который эти люди получают в счастье. С другой стороны, можно пользоваться транскраниальной магнитной стимуляцией. Транскраниальная магнитная стимуляция — это неинвазивное вмешательство, при котором над вами, над головой держат катушку с сильным магнитным полем. Это сильное магнитное поле воздействует на кору вашего головного мозга. И если оно воздействует сильно и долго, то оно может вызвать какие-то внутренние изменения в коре вашего головного мозга, допустим, поспособствовать нейропластичности, поспособствовать росту каких-то новых нейронных связей. И существуют и такие технологии лечения депрессии. Потому что в комплексной картине работы мозга в ходе счастья в ней участвует и кора. В ней участвует и префронтальная кора, то есть высшие наши отделы мозга. И для них известно, что существует некоторая асимметрия, связанная с настроением, что в целом на положительном, благоприятном эмоциональном фоне более активно левое полушарие. А на отрицательном эмоциональном фоне более активно правое полушарие. И человек у вас подолгу приходит на сеансы, при которых ему способствует работе левого полушария, усиливают там активность локально в ходе сеанса и потенциально усиливают работу мозга и за пределами сеансов тоже, то это тоже может помочь от депрессии. От тяжелой, неизлечимой антидепрессантами депрессии несколько сеансов транскраниальной стимуляции могут помочь. Эта технология даже была одобрена FDA. Это гораздо-гораздо безопаснее, чем электроды. Сколько человек сегодня осталось в исследовании вот с тех первых? Я не знаю, жив ли кто-то еще, или сегодня вы работаете только с их потомками? Да, из первого поколения исследованных, а это 724 мужчины, из них на данный момент живы только 10 человек. Всем им больше 100 лет. Мы все еще поддерживаем с ними контакт. Сейчас мы в основном работаем с их детьми. Я не знаю, есть ли у вас какой-то любимчик или вот человек, за которым особенно интересно наблюдать? Ну, у нас есть один человек. Он, правда, недавно скончался. Но мы считаем, что он был самым счастливым человеком в нашем исследовании. И самое интересное в его жизни то, что эта жизнь была самой обычной. Я имею в виду, что у нас были довольно известные люди. Например, Джон Ф. Кеннеди, он был членом Гарвардской группы. Бен Брэдли, который был редактором «Вашингтон-Пост», одной из самых крупных газет в Соединенных Штатах, и одним из тех, кто дал ход Уотергейтскому скандалу, из-за которого президент Ричард Никсон был вынужден уйти в отставку. Это был Бен Брэдли. Он участвовал в нашем исследовании. То есть у нас были очень известные люди. Но этот человек, которого мы назвали Лео в нашей книге «Хорошая жизнь», Лео был учителем средней школы. Он был простым учителем всю свою жизнь. Он любил своих студентов, он любил своих коллег. У него был счастливый брак, у него было 3 дочери. Он был счастливейшим человеком. И мы думаем, что это произошло потому, что он отдавал всего себя общению с другими людьми, со своей семьей, коллегами по работе, друзьями. Он не думал о том, чтобы стать знаменитым или богатым. Он просто много внимания уделял своим связям с другими людьми. И всю свою жизнь он был безмерно счастлив. И именно его мы считаем одним из самых мудрых людей в нашем исследовании. Друзья, это сообщение для наших российских зрителей. В
России начались проблемы со скоростью загрузки видео в YouTube. Поэтому теперь мы будем дублировать все видео проекта «А поговорить» на платформе Boosty. Новые интервью, документальные фильмы и разговоры из рубрики «Наука» будут доступны там абсолютно бесплатно. У Boosty удобный сайт, понятный интерфейс, есть приложение для смартфонов на Android и iOS, и видео не тормозит. Так что подписывайтесь на «Поговорить» на Boosty и смотрите без проблем. А если вы хотите поддержать наш проект, где бы вы ни находились, то оформляйте платную подписку на спонсорских платформах. Следующие выпуски будут выходить тем быстрее и чаще, чем активнее вы будете нас поддерживать. При этом вы получите доступ к ранним премьерам выпусков и эксклюзивным материалам проекта. И еще у нас есть отдельная рубрика специально для спонсоров, где вы берете интервью у меня. Если вы в России, оформить регулярные пожертвования каналу можно на сервисе Boosty. Если же вы за пределами России, то можете стать нашим патроном на платформе Patreon или становитесь спонсором «А поговорить» в YouTube. Достаточно нажать на кнопку «Стать спонсором». А еще благодаря кнопке «Спасибо» создателям канала можно отправлять разовые пожертвования в любом размере. Подписка на канал в Telegram работает из любой страны. Ссылки на все варианты поддержки вы найдете в описании к этому видео и в описании канала. Мы очень ценим ваше участие. Мы делаем «А поговорить» для вас, благодаря вам и вместе с вами. Мы ваши агенты и больше ничьи. Я хотела спросить вас по поводу, что чаще всего все-таки в конце жизни люди называют в плане своего личного счастья? «Я счастлив, потому что». Какие ответы вы слышите в своем исследовании? Мы спрашивали у них, когда им было за 80. Мы просили их оглянуться назад на всю свою жизнь и сказать нам, чем они больше всего гордятся. И все говорили о том, что они гордятся своими отношениями. Они говорили: «Я был хорошим родителем», или «Я был хорошим мужем или женой», «Я был хорошим другом», «Я был хорошим сотрудником», «Я был хорошим наставником для молодых коллег». Никто не говорил: «Я больше всего горжусь тем, как заработал очень много денег», «Я больше всего горжусь тем, что был генеральным директором компании». Хотя многие из опрашиваемых добились этого, но это было не то, чем они гордились больше всего, оглядываясь назад на свою жизнь. Огромную роль играет социальная поддержка. Потому что мы люди стайные существа, мы эволюционировали как стайные существа, и на протяжении большей части истории человечества мы немедленно умирали. В том случае, если мы будем от общества изгнаны и отторгнуты, потому что не было у нас ни Яндекс.Доставки, ни дистанционной работы из интернета, ничего такого. Нам нужно было от хищников защищаться коллективно, согреваться коллективно, и вот это все. И поэтому у нас прошита склонность беспокоиться тогда, когда мы чувствуем социальную отверженность, когда мы чувствуем социальное изгнание. Это один из серьезнейших факторов стресса, который даже влияет негативным образом на продолжительность жизни. Отвлекла вас только на пару секунд, чтобы напомнить про телеграм-канал «А поговорить». Жду вас там. Повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, одиночества и так далее и тому подобное. И наоборот, социальная поддержка, когда вас кто-нибудь обнимает и рассказывает вам, что вы хорошенький, миленький и славный, она способствует выработке окситоцина. Окситоцин, в свою очередь, обладает мощным анксиолитическим противотревожным эффектом. И люди, у которых есть социальная поддержка, они, опять же, оказываются более устойчивыми к стрессам. В лабораторных экспериментах можно видеть, что вот если вы попросили человека прийти в лабораторию с дружочком, чтобы дружочек его пообнял и поутешал, то потом дальше ваши лабораторные методики вызывания стресса не так хорошо работают, не так сильно уровень кортизола поднимается у человека в том случае, если он получил социальную поддержку. Социальная поддержка, тот факт, что вам есть кому позвонить, если у вас возникнут проблемы, и количество близких друзей, все это имеет значение. Но нет особой необходимости в том, чтобы эти люди были связаны кровным родством.
Итак, вам нужны социальные связи. Этой связью может быть семья, и это работает. И это замечательно. Но эта сеть может быть какой угодно. Роберт, как вы думаете, после вас это исследование еще будет продолжаться? Я не знаю, воспитываете ли вы себе преемника или как это происходит и почему, собственно, так долго живет это исследование? Находятся спонсоры или как это происходит? Вообще-то это чудо, что проект так долго существует. Обычно исследования такого рода закрываются в течение 5-10 лет, потому что они теряют финансирование. Люди перестают участвовать в исследовании, так что нам очень везет. Большая часть финансирования идет от правительства Соединенных Штатов, так как они признают, что подобное исследование жизни очень полезно и очень важно. И мы решили вместе с нашим Национальным институтом здоровья, что мы завершим сбор данных на втором поколении. Мы не будем работать с третьим поколением. Потому что третье поколение включает в себя детей, некоторые из которых еще не родились, а некоторым уже за 50. И это будет очень сложно сравнивать, потому что изучаемое поколение будет сильно разбросано по возрасту. И мы не представляем себе, как можно провести исследование третьего поколения. Мы собираемся опубликовать полученные нами данные для других исследователей, чтобы они могли задать вопросы, которые мы не задали. Может быть, даже вопросы, которые нам никогда не приходили в голову. Что вы поняли за время этого исследования? Во-первых, изменилось ли за вот эти 80 лет понятие счастья личного человека? Воспринимаем ли мы счастье иначе, чем 80 лет назад? Думаю, на этот вопрос будет сложно ответить. Я действительно думаю, что наши участники, особенно те, кто пережил Великую депрессию или те, кто воевал во время Второй мировой войны, им было важно, чтобы их жизнь была осмысленной и стоящей того, потому что они видели так много боли, страданий, разрушений. Но я думаю, что это снова происходит по всему миру. Сейчас люди творят ужасные вещи друг с другом. И я думаю, что многие люди останавливаются и спрашивают себя: «Господи, а в чем смысл жизни? В чем смысл моей жизни, когда в мире так много страданий? Что я могу сделать, чтобы изменить мир к лучшему?» Это важные вопросы для эвдемонистического благополучия, и, возможно, об этом сейчас больше беспокоятся, потому что мир переживает очень сложные времена. Я однажды разговаривал с одним китайским профессором психологии, и он сказал, что когда он общался со своими бабушками и дедушками, которые были на пару поколений старше, в их время считалось достойным и почетным быть несчастными, так как это было признаком того, что вы пожертвовали собой ради других, ради своей семьи или общества. Так что это было, знаете ли, хорошо. Люди гордились тем, что они несчастливы. Я думаю, что современное представление о счастье — это нечто, что появилось, вероятно, где-то на рубеже 17-18 веков. Тогда это стало ближе по значению к внутреннему состоянию людей, вроде эмоционального представления о счастье, как о чем-то, что мы чувствуем, и что связано не с жизнью в целом, а скорее с внутренними ощущениями. В 17 веке произошел некий поворот, и взгляд сместился внутрь себя. И мы стали все больше и больше задумываться о наших собственных чувствах. И это уже определенно современный взгляд на счастье. Мыслители романтики на рубеже 18 и 19 веков, например, распространяли эти идеи. Раньше больше думали о призвании как о чем-то исходящем от Бога, и от вас ожидалось послушание Богу. Но потом возникла идея, что, возможно, этот зов исходит, скорее всего, изнутри, и нужно следовать зову вашего собственного сердца. Например, немецкий идеалист-романтик Гёте
Он был одним из первых, кто так думал. Затем в других культурах появились мыслители, распространяющие эти взгляды. Например, в русской литературе был Достоевский. Он был тем, кто развернул взгляд внутрь, на то, как человек себя чувствует, и все такое, и как это влияет на его жизнь. И затем в течение этих столетий появляется мысль, что, возможно, Бога нет, или Бог не управляет человеческой жизнью. В это время начинает формироваться новое научное мировоззрение. И нам теперь рассказывают о геологическом возрасте Земли, что она существовала миллионы лет до появления человека. И затем появился Дарвин, и он говорил об эволюции, что человек как вид развивался в процессе эволюции. И все это как будто избавляло нас от идеи о том, что в человеческой жизни может быть какой-то самоочевидный смысл, что все мы были созданы с определенной целью. Вы очень часто любите в публичных выступлениях начинать этот разговор о смысле жизни с Льва Толстого. Почему? Мне очень понравилось, как Лев Толстой в своей книге, у него есть автобиографическая книга «Исповедь», где он рассказывает об экзистенциальном кризисе, который он пережил. Вот в этом смысле, когда я думаю о том, кто был своего рода первопроходцем в размышлениях о смысле жизни и экзистенциальном кризисе, Лев Толстой, несомненно, является одним из первых, кто смог сформулировать, что происходит в подобной ситуации, и сформулировать этот вопрос о том, где мы находим смысл своей жизни. По Льву Толстому получается, что когда ты всего добился, и ты успешный писатель, у тебя большая семья и большое поместье, и ты богат, и вдруг к концу жизни ты понимаешь, что у тебя абсолютный кризис, и ты несчастен. Так получается? В чем тогда смысл жизни, если все, что мы сегодня считаем, точно приносит счастье, да, богатство, семья, успех, по Льву Толстому счастье не принесло? Да, думаю, да. Именно это с ним и случилось. Но вы знаете, у него был достаток, у него была семья, литературный успех. Он даже заработал на этом довольно много денег. Так что в жизни у него все складывалось очень хорошо. Но потом внезапно у него начался экзистенциальный кризис. Я думаю, в его случае это был еще и религиозный кризис. До этого момента он, должно быть, был очень религиозен. Но потом, думаю, знакомство с научным мировоззрением поставило под сомнение его веру. И когда он начал сомневаться в этом, тогда он начал сомневаться в том, что жизнь как таковая имеет какую-то цель или ценность. Он писал, что он может заниматься своей фермой и выйти на свои поля и собрать какой-то урожай. Но какой в этом смысл? Какая от этого польза? А потом, в следующий момент, он мог подумать, что так он может помочь своему сыну получить образование. Но опять, какой в этом смысл? В конечном счете мы все умрем, и поэтому в конечном счете ничто на самом деле не имеет значения. И, наверное, ответ на этот вопрос Лев Толстой получил уже позже. И это был религиозный или духовный ответ на этот вопрос. Я думал, что, знаете, на самом деле, даже если в жизни не было бы никакого космического смысла, даже если в конечном счете у этой жизни не было бы никакой цели, и даже несмотря на то, что в конечном счете мы все умрем и так далее, почему бы не ценить те значимые моменты, которые у нас бывают, пока мы живы, пока мы все еще живем? В нашей жизни могут происходить какие-то значимые моменты, и мы сами способны создавать такие значимые моменты в жизни других людей. Я думаю, что все это имеет ценность, даже если это приходящее и не будет длиться вечно.